Дорогие друзья, приветствую вас! Сегодня у нас интереснейшая тема выпуска. Мы будем говорить о голодании, о котором вы задумывались не раз. И я уже несколько лет себе говорил: Денис, тебе нужно когда-то хотя бы несколько дней попробовать не есть ничего, либо почти ничего. Для того, чтобы ощутить, каково это. Во-вторых, для того, чтобы как-то очиститься. Наверняка вы тоже такие мысли вас посещали, и вы думали, как это сделать, если вы еще не пробовали. В этом выпуске я расскажу вам о том, как я все-таки решился после нескольких лет откладываний. Сейчас уже прошли 3 недели с момента завершения голодания. Я как-то в себе это переварил и смогу рассказать вам, какие преимущества я увидел, какие сложности есть в процессе и зачем это нужно делать, вообще нужно ли. Вы, послушав мой опыт, сможете, конечно, принять свои собственные решения. Понимая то, что голодание заключается не только в самом ограничении пищи, но и в выходе, я хотел это все пройти под контролем. И я знал, что в стране есть несколько клиник, где подобное голодание, подобные процедуры проводятся под контролем врачей. Это единственный способ, который я допускал для себя. И вот я отправился в Карелию, слышал много раз про клинику Кивач, решил поехать туда. Кроме того, куда надо ехать, я больше ничего не знал. Оплатил, отправился. И вот рассказываю. Началось у меня все в воскресенье вечером. Я прибыл туда практически, наверное, в полночь. И вот начиная с понедельника, с 6:30 утра, когда ко мне пришла медсестра, и практически до, наверное, 7 вечера у меня безостановочно были какие-то процедуры. Нон-стоп график. Я слышал об этом, но не понимал, зачем так много. Я в действительности потом немного сократил вот это давление на меня медицинского сообщества. Но определенные процедуры, конечно, нужно оставлять. Первый день. Питание у меня было 3 раза в день. И в столовой мне давали маленькое блюдце с протертым супом, типа суп-пюре. Никакой соли, никакого жира, 0 белка. Это было очевидно по вкусу. И ничтожное количество углеводов. Сразу скажу, что этот суп я ел 3 раза в день. Ну, весь прием пищи занимал у меня, сколько, 30 секунд. 3 дня я не ел никакого белка, никаких, естественно, сахаров, углеводов, только вот те ничтожные углеводы, которые содержались в этом супе. Суммарно я скажу так, оценю вот эти 3 супа, наверное, может быть, граммов 20 углеводов получалось в день. Еще была возможность получать так называемые тумы. Тум, может быть, вы слышали о таком напитке. Он есть овсяный, гречневый. Это когда варится овсянка на воде, а потом в марлю взять и отжать вот это жижа. Это ты тоже можешь получать, этот тум, несколько раз в день. Вещь не супер вкусная, даже когда ты очень голоден, но, по крайней мере, хотя бы не пустая вода. И воду ты пьешь неограниченно. Вот все мое скудное питание в течение 3 дней. Теперь по ощущениям. Это самое интересное. На первый день, к концу дня, я подумал, что, ну, в общем-то, все терпимо. Во-первых, я нахожусь в контролируемой среде. Ты никуда не убежишь, потому что ты в лесу. Если я приехал голодать, ну что, я отправлюсь в какой-то магазин? Естественно, нет. В общем, первый день прошел плюс-минус комфортно. Но ночью я не мог уснуть. Не мог уснуть почему? Не потому, что у меня болела голова или там живот просил еды. Был какой-то приток энергии. Я встал и начал ходить по номеру. Ходил кругами и пытался понять, что такое происходит со мной. Почему? То есть, что это? Потому что я слышал не раз, что в состоянии, когда люди начинают голодание или когда они голодают, то им нужно спать меньше, а энергии у них много. Я пытался проанализировать, что происходит с организмом. Ответ предельно прост, потому что на вторую ночь повторилось все то же самое, только активнее. Организм дает тебе сигнал искать пропитание. Так было 1000 лет. Если ты будешь лежать без сил и у тебя не будет энергии, как ты будешь выживать? Тебе нужно двигаться.
И вот этот удивительный порыв, что ты вскакиваешь из постели, вместо того, чтобы спать, 3 часа ночи, я просыпаюсь и я начинаю ходить кругами по этому номеру. Причем я хожу активно. Думаю, так, ну это какое-то безумие, может быть, выйти сейчас пройтись? И ты задаешь себе вопрос, а зачем, почему, надо ведь спать. Ты не можешь уснуть, тебе нужно двигаться. Это при всем при том, что ты не ешь. Удивительное состояние. Значит, второй день не был сложнее. Но ночь после второго дня была еще активнее. Сколько я спал? И в первую, и вторую ночь. Ребят, я спал 3,5, может быть 3,45. Никаких преувеличений. Но при этом я чувствовал себя бодро, энергии много. Третий день все повторяется то же самое. Тебе никуда нельзя вырваться, и в то же время ты свободен. Тебя же не то, что там санитары прибежали, да, связали. То есть ты же сам решил, сам выбрал. И вот ты в этом халате, в тапочках идешь выпить этот супчик, попить этот тум, если вдруг тебе не вмоготу. Возвращаешься обратно. Значит, третья ночь. Время около 2 часов ночи. Я выхожу из номера и отправляюсь по коридорам. В коридорах ни души, хотя, в принципе, единовременно в этом центре пребывает, ну, наверное, человек, по моим оценкам, ну, может, человек 100. Нельзя сказать, что там людно, нет, там очень так свободно. Но ночью, конечно, никого. Я иду в своем этом халате белом, ну, таком, знаете, как банный халат в тапочках, иду по коридорам, осознавая при этом, что я, видимо, сумасшедший. Куда я иду ночью? А там же еще, знаете, в коридорах камеры висят. Я предполагаю, что где-то есть охрана, которая смотрит, так, куда-то человек пошел. Куда он пошел? В столовую? И действительно, я пошел в столовую. При этом моя разумная часть говорит, Денис, ну зачем ты туда идешь? Там же ничего нет. Но есть инстинктивная часть, которая требует куда-то идти. Это удивительное состояние раздвоения. Сознательную часть, человеческую, и инстинктивную, животную. В общем, я иду, понимая, что идти не нужно, но я не могу не идти. Я прихожу в столовую, там, естественно, тишина, дверь заперта. Я вспоминаю, так, вот здесь были тумы, хотя бы тум. Но тумов нет ночью, все убирают. Тут я вспоминаю, что мне однажды медсестра выносила из какой-то подсобной комнатки фруктовый мусс. Видимо, у них там холодильник. Я думаю, точно, эврика. Иду туда. Пытаюсь вспомнить, из какой двери она выходила. Начинаю ломиться. Я просто пытаюсь открыть, понимая все это время, что сейчас в любой момент может прийти охранник и сказать, ну что вы делаете, куда вы? Это же не кабинеты процедурные, и сейчас ночь. Идите спокойно спать. Но ты не можешь спать, тебе нужно действовать. И вот я, значит, ищу, какая дверь открыта, все двери заперты. В какой-то момент, в общем, ты останавливаешься, и человек разумный говорит, Денис, ну уймись уже, ну все понятно, нет еды. Нет, тут у меня появилась еще одна мысль, там комната отдыха, и там у них что-то типа кухни. Я думаю, может быть, там где-то в ящиках. При этом человек разумный не может дать себе ответ, что конкретно ты ищешь. А человек инстинктивный просто требует искать, он требует деятельности. Я иду туда, открываю все ящики, ничего не нахожу, естественно. В какой-то момент возвращаюсь обратно в номер, понимаю, что у меня есть там вот эти всякие чаи, очистительные, такие-сякие. В общем, я завариваю себе разных чаев. Написано там чай для удовольствия, чай для расслабления. Я их все там, чай для энергии, мне уже все равно, любой чай, хоть какой-то привкус. Ну, в общем, вот это интересное такое состояние раздвоения. На 4-й день начинается выход. Утром мне дали поесть немного пшеной каши, а сверху лежали кубики овощей на пару. Морковь, кабачок, баклажан. Немного, буквально там 5, может быть, этих кубиков. И вот буквально на ладони этой пшеной каши. Но это же праздник, это событие. Я сижу, смотрю на эту кашу, понимаю, что сейчас я ее буду есть. То, о чем мы с вами частенько в этом блоге говорили, осознанность ценности этой горки еды. И я маленькими ложками, я еще там садился в такой укромный уголок, чтобы никто меня не отвлекал от этого медитативного процесса. Это уже ты не человек-маньяк, ты человек осознанность, человек благодарность
за эти фрагменты пищи. Когда я начал жевать требующие пережевывания фрагменты пищи, я ощутил такое счастье, даже зубы мои порадовались тому, что появилась какая-то работа, потому что протертые супы 3 дня пить и тумы, зубы вообще не испытывают нагрузки. Ну, в общем, я вам сейчас это рассказываю, зачем? Насколько наша привычная жизнь отличается полностью от режима голодания. У тебя голова твоя, вот эта, к которой мы, все ведь мы анализируем, к чему-то привыкаем, мы даже не представляем, ребята, мы даже не представляем, насколько наше восприятие еды может поменяться за какие-то считанные дни. По-моему, днем мне дали что-то типа омлета, ну какая-то болтунья. Слегка, немного белка, но поступил хоть какой-то белок. Когда в меня поступило немножко углеводов и немного белка из вот этой яичницы болтуньи, я отправился искать спортзал. Я понял, что я готов тренироваться. У меня было ощущение, что я уже просто 2 недели не тренируюсь. Тренировался я часа 3, конечно, потихонечку, понимая, что белка в организме не было, и чтобы не травмироваться, но я долго, не интенсивно занимался, просто чтобы чем-то себя занять. Потом пришла курирующий врач и говорит: Денис, надо взвеситься, давайте посмотрим, что происходит. Я говорю: да что там взвешиваться, ну, наверное, килограмма 3 я скинул. Знаете, сколько я за эти 3,5 дня сбросил? Это, естественно, мышцы. Я встал на весы и не поверил. Я говорю: наверное, у вас весы сломались. Я сбросил 7,5 килограммов за 3, то есть получается за 72 и еще 12, ну сколько, за 80 часов я сбросил 7,5 килограммов. Опять же, подчеркну, это ушел не жир. Наш организм по метаболическим законам не может с такой скоростью утилизировать и превратить жир в энергию. Даже килограмм ты не сможешь за 3,5 дня утилизировать. Ну, просто химически это невозможно, биохимически. И это уходит гликоген, которым, естественно, наполнена моя мускулатура из-за того, что я тренируюсь регулярно. Гликоген плюс вода. Вы помните, что гликоген с водой в пропорции 1 к 3. Итак, начали добавлять питание. 4-й день я ем чуть больше, 5-й день приблизительно так же. То есть мне понемногу увеличивают количество питания, но оно ничтожно по-прежнему. 4-й, 5-й и 6-й день. На 7-й день утром я уехал. Получил все результаты анализов, картина замечательная, я остался очень доволен, потому что некоторые вещи, которые меня тревожили, вот эта регулярная тяжесть, даже когда ты правильно питаешься, все равно вот как-то в пищеварительном тракте ты чувствуешь, что ну, как будто бы ты не можешь разгрузить себя все время. Ощущение, что есть какая-то нагрузка. Почему я вообще взялся за это голодание? Эти состояния полностью ушли. То есть я легкий воздушный человек. И вот, значит, я выезжаю из клиники. Мне с собой дали какой-то набор. Значит, 3 предшествующих дня я ел, ну, может быть, белка граммов по 30, может быть, в день. И углеводов, может быть, ну, чуть побольше, может быть, граммов 80 углеводов и 30 граммов белка. Это на выходе. И вот у меня с собой сухой паек. Какие-то фруктовые муссы, по-моему, пара фруктов, типа яблоко. Доезжаю я до первой заправки. Я еду из Карелии в Москву. Захожу на заправку. Вот вам картина. Человек со смещенным представлением о пище и об ее количестве заходит на стандартную заправку. И я вижу вот это все изобилие, ну там же всякая выпечка, булки, хот-доги, чего-то еще, тут какие-то орехи продаются. Ребят, я стою, и вас это ждет, когда вы поголодаете. Я стою и смотрю на это изобилие и понимаю, что это все мусор. Это я голодный человек. Я смотрю и не понимаю, что мне есть. Будучи потерявшим 7 килограммов мышц, организм всеми инстинктами говорит: употребляй, потребляй что-то, тебе нужны калории, тебе нужен строительный материал, но ты не можешь есть этот мусор. Причем это не из мозга идет, я считаю, это идет на уровне инстинктов. Ты понимаешь, что тебе нужна чистая, простая еда. Нужно добраться куда-то до чистой, простой еды.
Ну, в общем, конечно, я нашел, что там съесть. Там давали какую-то гречку, я заказал гречку, мне принесли тарелку борща, пару кусочков черного хлеба, вот такого советского. Я сижу, и я ем этот борщ, и я чувствую такое изобилие вкуса в нем. Там ведь соль, перец, там масло добавлено. Вкуснейший борщ, вкуснейший. Я вкусил этот борщ, поел эту гречку, вышел и думаю, спасибо, как здорово, что тут была эта пища. Вкус борща. Ребята, это прошло 6 дней. Он меня просто потряс богатством, вот этим спектром вкусов. Поехал дальше. В общем, далее, наверное, не так интересно, потому что дальше я возвращался к своему более привычному питанию. Но я мечтал, что я доберусь до дома и приготовлю, кстати, то, что мы сегодня приготовим, утку и овощи на пару. Я понял, что овощи на пару – это моя награда. Это то, что я буду есть теперь регулярно. Дальше белок. Мне нужен белок. И вот, возвращаясь обратно, как возвращался вес. Значит, я за 3 недели приблизительно равномерно вернул исходный вес. То есть эти 7,5 килограммов вернулись в виде мышц постепенно, прямо практически равными долями. И возвращался вес пропорционально тому, как я увеличивал прием белка. Я сразу не смог съедать свои там привычные 150-160 граммов белка. Где-то так я в среднем, ну, бывает у меня и 200, бывает и 120, но в среднем 150-160. Я не мог сразу, конечно, начать, ну, просто не хотелось. Я съедал, я думаю, граммов 70-80 белка. Поначалу на них вернулось 2,5 килограмма. То есть я вернул треть. Думаю, интересно, не так быстро. Я-то думал, сейчас сразу, как только я начну хоть что-то есть, у меня тут же раз, и вернутся мои там 101 килограмм. Смотрю, вернулись 2,5. Но это все на фоне тренировок, я начал тренироваться активно, все. Дальше, на 2-й неделе я еще чуть добавил белка, съел чуть больше, еще подрос вес на 2,5. И вот к концу 3-й недели, то есть за 21 день, я вернул тот свой стартовый вес и силовые показатели. Какие здесь можно сделать выводы? Первое. У тебя полностью меняется восприятие пищи. Ты в действительности понимаешь, что пища – это сложнейший и важнейший процесс, который мы превратили в механический процесс, бездумный процесс, грязный зачастую процесс. Закидываем в себя любой мусор, лишь бы просто подпитать себя калориями. Что такое пряник? Вот куда-нибудь ты приходишь, там, я не знаю, в какой-нибудь офис, и там лежат пряники или печенье. Ты, пройдя подобную процедуру, если у тебя рука потянется к прянику или печенью, ты остановишься и подумаешь, как на той заправке, что это такое. Не потому, что ты такой умный, ты прочитал так много книг. Вообще дело здесь не в этом. Ты инстинктами чувствуешь, что это мусор. Это не еда. Хотя вы поспорите со мной и скажете, ну как, ну там же есть сахара, там же есть какая-то мука. Ну, естественно, что, то есть это питательно, но это не еда. А когда ты видишь, например, вот там ту же утку, овощи, какие-то еще зелень, разнообразные чистые продукты, рис, гречка, овсянка, ты понимаешь, это еда. Фрукты те же, ну, смотря что с ними сделать и во что их превратить. Второе. В тебе возрождаются первоначальные настройки твоих рецепторов вкусовых. Это достижение точно так же огромное. Еще раз, возвращение первоначальных исходных настроек твоих вкусовых рецепторов. Ребята, они у нас забиты, у вас, у меня, у всех, кто ест привычную, насыщенную вкусами пищу. Перец, соль, сколько приправ, сколько соусов. Мы не чувствуем воздействия пищи. И, пожалуй, третий эффект, очень важный, это что ты понимаешь, какие питательные вещества твой организм на самом деле просит. Соль, допустим. Я отчетливо уже через 3 дня понимал, что мне нужна соль, несмотря на то, что я никогда блюдо не солю, потому что соль – это натрий, а как вы знаете, калий, натрий – это важнейшие электролиты. Точно так же белок. Мне после 3 дней не хотелось больше углеводов, нет, мне хотелось белка.
То есть организм через инстинкты и через рецепторы давал команду, что тебе нужен строительный материал. Представляете, как здорово в себе возродить вот это ощущение, когда ты приходишь в супермаркет, и ты знаешь, что рецепторы, допустим, они тебе говорят, вот овощи дадут тебе это. Отдел там рыбы, мяса, курицы, птицы даст тебе вот это. Ты на уровне подсознательном, инстинктивном понимаешь, что тебе нужно съесть, потому что так устроен наш организм. Вернуть организму эти интуитивные или инстинктивные ощущения по поводу питания очень важно. Что из этого остается? Вот прошло 3 недели. 70% притупилось. 30% со мной сейчас осталось. Я буду это продолжать. Я решил для себя каждые 3-4 месяца проводить такую неделю. Ощущение легкости, чистоты системы и возвращение настроек системы мне безумно ценны. Ребят, я понимаю, что, послушав все это, вы, конечно, я же с энтузиазмом рассказываю, вам в это хочется вовлечься. Есть способы чуть более простые для начала ограничить свое питание, не столь радикальные. Ко всему нужно, знаете, поэтапно подходить. У меня есть проект «Супертело», где вы скудно будете питаться, но вкусно. В течение 2 недель получая четкие рецепты и делать упражнения по четкой программе. Это сейчас весной, в преддверии лета, просто необходимо пройти каждому. Пройдите 2-недельный цикл. По ссылке внизу почитайте о том, как это устроено. Сделайте вклад в свое здоровье. Уже порядка 50 тысяч людей прошли этот проект «Супертело» за несколько лет. Вам подойти к голоданию будет намного проще, если вы попробовали сначала хотя бы все-таки питаться разнообразно и вкусно, но слегка урезано по килокалориям. В общем, перейдите по ссылке, почитайте по проекту «Супертело». На днях стартует 2-недельный отрезок. Вам это нужно. Вам нужно прожить этот уровень дисциплины, чтобы перейти к следующему. Все это для здоровья. Теперь насчет результатов всех этих медицинских осмотров. Что меня удивило, я имею в виду в рамках голодания, был обнаружен определенный недобор по некоторым группам элементов. Например, по витаминам группы В. Я был очень удивлен, потому что я регулярно принимаю всяческие добавки. Я принимаю цинк, я принимаю магний, я принимаю омега-3 уже много лет. Но я совершенно не уделял внимания витаминам группы В. Насколько я был удивлен, потому что В12, рибофлавин, это ключевая для тренировок история. Мне врачи сказали, знаете, да, Денис, вот вам нужно посмотреть, все-таки добавить витамины группы В. Я говорю, прекрасное открытие. Дальше, по витамину D. Так как я вернулся из солнечных краев, то я оказался в референсных значениях. Мы все испытываем некий недостаток витамина D. Конечно, это нужно добавлять в свое питание. Вообще, я надеюсь, что вы уже об этом задумываетесь, о том, как восполнять дефицит, который мы все без исключения имеем дефицит по определенным нутриентам. Я сейчас для того, чтобы быть уверенным, что я принимаю качественные витамины, добавляю к своему питанию, запустил линейку в производство и предлагаю вам тоже посмотреть на этот перечень. Нам всем это нужно. Что вы выберете? Я принимаю D, я принимаю омега-3, я принимаю магний, цинк. Теперь я добавлю витамины группы В. Я уверен в качестве. Перейдите по ссылке и посмотрите, какой ассортимент сейчас предложен. Так, ребят, теперь долгожданная награда. Любому голодающему человеку в какой-то момент нужно поесть. И я буду есть это утиное филе вместе с овощами на пару. Давайте сейчас вместе приготовим, вместе через экран вы со мной поедите. Ну и потом, я надеюсь, сделаете это самостоятельно. Поехали. Здесь у нас утиная грудка, 2 куска, 700 граммов. Обжарим буквально коротко с обеих сторон, а потом переместим в духовку. Будет вкуснее. Буквально несколько минут она у нас сейчас проведет на гриле. И перемещаем в печь. Она будет готова через 50 минут. Теперь овощи. Процесс элементарный. Их можно как угодно нарезать. Здесь спаржа, цукини, цветную капусту, перец, брокколи. Здесь уже у кого какие предпочтения.
5, 14. Отлично. Все. Так, ну что тут она у нас зажарилась сильно. Вот, ребят, смотрите, отличная степень готовности. Уточка нежнейшая. Вкусное мясо, оно еще в каком-то брусничном соусе замаринованное. Это, конечно, великолепие. И теперь овощи. Во, ведерко с овощами. Ребята, вот о чем я мечтал на голодовке. Что может быть лучше? Невозможно придумать прием пищи лучше. И я знаю, что вы глазами и инстинктами чувствуете, что вот как надо питаться. Вот она, энергия и строительный материал. Овощи на пару. Покидайте все, что угодно. Цветную капусту, брокколи, там, цукини, перец сладкий, чеснок можно туда, лук. Вариантов масса. Морковку можно туда закинуть. Какую-нибудь кочерышку от капусты. Хотя ее можно и так погрызть. И какой-нибудь качественный источник белка. Все. Съедая, даже после голодания, съедая такое блюдо, ты чувствуешь, что ты поел правильное. Это не то, что на заправке. Помните, когда, как я вам сказал, я оказался на заправке и понимаю, что там нечего есть. Это нельзя есть, это мусор. А это живая, реальная еда. В общем, не оторвешься. Питайтесь правильно, вдумывайтесь в то, что вы едите. Воспитывайте свой организм. Надеюсь, что это было полезно. Голодание нужно попробовать. Каждому познать себя. Спасибо за внимание. Надеюсь, это было интересно. Пока.